Для шапочки мне потребуется один моток пряжи Нуга от пряжи Центр. Спицы номер 12 у меня это круговые спицы на леске. Длина от одной спицы до другой спицы 80 сантиметров. Пара маркеров, ну и крючок в качестве вспомогательного инструмента. Итак, откладываю от начала клубка небольшой хвостик для набора на спицу. Ну, примерно сантиметров 60-70. Набирать на спицу я буду методом, который называется болгарский зачин, и буду использовать не стандартно, как обычно используют при наборе на спицу 2 спицы. Я буду использовать лишь одну, потому что пряжа очень толстая, и 2 спицы здесь использовать не нужно, будет у вас просто очень рыхлый набор. Смотрите, как делается набор пряжи на спицу. Берете нить, вот это хвостик, а вот этот край у меня идет от клубка. Делаете вот такую рогатку из пальцев. Хвостик обвивает большой палец против часовой стрелки. Нить от клубка обвивает указательный палец по часовой стрелке. Остальные пальцы придерживают эти обе нити вместе, создавая натяжение. Получается вот такая рогатка из пальцев. Берете одну спицу, заводите ее снизу вверх под пряжу и делаете поворот по часовой стрелке. Таким образом я набираю первую петлю. Да, она у меня тоже немножко не классическая, но тогда здесь нет никакого узелочка, и такая первая петля мне нравится намного больше. Дальше заводите спицу под большой палец. Вот так. Видите, когда вы тянете на себя эту рогатку, у большого пальца образуется петля. В эту петлю и вставляете спицу вот так. И дальше подхватываете нить с указательного пальца. Сбрасываете нити для того, чтобы петля затянулась. Возвращаете рогатку на исходную позицию. Единственное, что я буду делать болгарский зачин, и поэтому каждую следующую петлю нужно менять положение нити на большом пальце. То есть сейчас моя нить на большом пальце обвивает его против часовой стрелки. Это я буду называть прямое обвитие. А когда нить обвивает большой палец наоборот, по часовой стрелке, то есть видите, у меня как бы обе нити по часовой стрелке делают петли. Это называется обратное обвитие пальца. Вот у меня сейчас 2 петли, получается третью петлю я делаю обратным обвитием. Накидываю нить по часовой стрелке на большой палец, точно так же натягиваю рогатку, завожу спицу за нить на большом пальце, подхватываю нить с указательного пальца, сбрасываю нить для того, чтобы затянуть. И у меня образуется вот такой стежок. Дальше делаю прямое обвитие. То есть нить обвивает большой палец против часовой стрелки. Опять вставляю спицу в петлю на большом пальце, подхватываю нить на указательном, затягиваю. Обратное обвитие. Нить обвивает большой палец по часовой стрелке. Вставляю спицу, подхватываю, сбрасываю. Таким образом у меня получаются стежки по краю. Чередую прямое, обратное, прямое, обратное. В чем разница? Смотрите, если я сейчас начну делать исключительно петли прямым обвитием, то вот смотрите, как изменяется мой край. При чередовании получаются вот такие стежки. Строчка получается, да? А при прямом, когда я каждую петлю делаю прямым обвитием, получается здесь стежки как бы. Ну, не стежки, а косичка, что ли, колосок. Вот, поэтому я хочу, чтобы у меня по краю моей сумки шли вот по краю моей шапки шли вот такие стежки. Мне кажется, они очень хорошо сочетаются с платочной вязкой. Итак, это я сброшу сейчас и вернусь к своему болгарскому зачину. Набираю таким образом 36 петель на спице. Мне нужно четное число петель. Если вы собираетесь следовать шаг за шагом по моему вязанию, то набирайте не просто четное число петель, а еще и кратное 4. То есть, чтобы оно было не только кратно 2, но и кратно 4.
36 петель на спице я набрала. Вот здесь вот следите за тем, чтобы у вас не остался слишком длинный хвостик, потому что пряжу нужно экономить, и иначе у вас просто не хватит пряжи на всю шапку. Складываю спицы в кольцо. Смотрите, чтобы у вас не было вот такого перекрестия, потому что иначе у вас будет скрещенное полотно получаться, да? Здесь будьте очень внимательны. И дальше начинаю вязать первый ряд. Здесь будет очень простая вязка. Первый ряд все петли лицевые. Вяжу я классическими петлями за переднюю стенку. Беру правую спицу, завожу ее слева направо в петлю, вот так. Подхватываю нить рабочую, делаю петлю. Петлю сбрасываю с левой спицы. Опять завожу правую спицу в левую, в петлю на левой спице, слева направо. То есть, видите, я ее завожу под переднюю дужку. Вот так. Подхватываю нить, сбрасываю. Вяжу так ряд, все лицевые. Начало моего ряда будет обозначать вот этот хвостик. Но можно сюда повесить еще маркер, если, допустим, вы первый раз вяжете и пока не очень разбираетесь в вязании. Вот так. То есть это у меня начало ряда. Прохожусь по кругу лицевыми петлями, пока не встречусь со своим маркером. Дошла я до маркера, и следующий ряд будет все изнаночные. Потому что если я продолжу вязать все лицевые, будет у меня лицевая гладь. А я хочу платочную вязку. То есть я буду чередовать ряд лицевой, ряд изнаночный. Изнаночные петли делаются. Сначала нить накидывается на левую спицу. Она кладется сверху. И правая спица заводится справа налево, опять-таки под переднюю дужку, на спицу, на петлю, в петлю на левой спице. Делаю вот такое движение и вывожу нить. Это будет классическая изнаночная петля. Опять завожу нить справа налево, делаю обвивающее движение и вывожу. Делать на толстой пряже классические изнаночные петли немножко неудобно. Но я специально не вяжу бабушкины и специально не буду показывать вам бабушкины петли, потому что это просто не педагогично показывать так, как я не собираюсь вязать. Единственное, что я скажу, да, если вы вяжете бабушкиными петлями, вяжите ими, если вам так удобнее. Но у меня лично бабушкины петли по плотности получаются намного плотнее, чем классические. И поэтому я буду использовать исключительно классические. В общем, вяжу следующий ряд, все петли, классические изнаночные петли за переднюю стенку до маркера. Итак, второй ряд я связала изнаночные, дошла до маркера и дальше перехожу на чередование. Один ряд лицевой, один ряд изнаночный. Один ряд лицевой, один изнаночный. Всего таких рядов мне нужно связать 24. Вот следующий ряд лицевой. А за ним будет изнаночный. Итак, вот я провязала 24 ряда платочной вязкой. Как легко их посчитать? Считаем рубчики. Вот у меня набор. Видите, здесь широкие рубчики. Это мы не считаем. Я считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончила я изнаночным рядом. Значит, просто умножаю 12 на 2. Получается, у меня все правильно. Я провязала 24 ряда платочной вязкой. Смотрите, при смене ряда, вот здесь вот, где у меня маркер, то есть где у меня лицевой ряд меняет изнаночный, а изнаночный ряд меняет лицевой, будет всегда образовываться шов на платочной вязке. И я предлагаю никак не маскировать этот шов, не использовать никакие приемы, потому что это спицы, потому что это платочная вязка, и потому что на таких крупных петлях все эти приемы всегда будут заметны и смотреться не так красиво и аккуратно, как вот этот вот красивый шов. Просто это будет шов, который будет сзади вашей шапки. Это нормально, его стоит просто обыграть. Дальше мне нужно сделать разметку маркерами. Смотрите. Я набрала 36 петель. Я делю это число на 4, и у меня получается 9. Беру свой первый маркер и отсчитываю от левой спицы 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот на эту петлю я повешу свой первый маркер.
Дальше я отсчитываю 2 раза по 9, то есть 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Беру свой второй маркер и вешаю на эту петлю второй маркер. Для контроля себя я отсчитаю снова петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Их получилось 9. Все правильно. Мы поделили эту шапку ровно пополам. И перехожу уже к макушке. Здесь будет просто очень простая макушка. Макушка, которая будет с такими небольшими ушками. Смотрите. Продолжаю также вязать лицевой ряд, изнаночный ряд. То есть узор у меня должен сохраниться. Вяжу лицевые петли до первого маркера. Вот дошла я до первой петли с маркером и просто провязываю их вместе. Петлю с маркером и следующую за ней петлю. Здесь можно воспользоваться крючком для того, чтобы слишком сильно не тянуть петли. Вставляю крючок под 2 петли, подхватываю рабочую нить, провязываю петли лицевыми. Возвращаю петли на правую спицу. Вяжу опять все лицевые до второго маркера. Со вторым маркером и следующей за ним петлей я делаю то же самое. Опять беру крючок для того, чтобы слишком сильно не вытянуть эту петлю. Вставляю его сначала в одну петлю, в другую и подхватываю рабочую нитку, провязываю петли, как будто бы они лицевые. Ну, точнее, я просто провязываю их лицевыми, возвращаю петлю на правую спицу. Заканчиваю этот ряд, вяжу лицевыми петлями до конца ряда. Следующий ряд у меня изнаночный, и вяжу опять изнаночные петли до петли перед маркером. Итак, вот у меня петля с маркером. Нет, еще одну нужно провязать. Вот, да, смотрите. Вот у меня петля перед маркером. Вот петля, которая была убавкой в предыдущем ряду, она с маркером. И петля за ней. Здесь мы сделаем 3 петли вместе изнаночной. Но что мне нужно сделать? Мне нужно, чтобы моя центральная петля из этих 3 лежала самой верхней. То есть сначала снимаю одну петлю. Следующую я сбрасываю. Снимаю следующую петлю. Возвращаю сброшенную петлю на крючок. И все эти 3 петли провязываю вместе изнаночной с помощью крючка. Это все можно сделать спицей, но спица здесь может растянуть очень сильно ваши петли и ваше вязание, поэтому я просто использую крючок. Возвращаю петлю на правую спицу. И дальше вяжу изнаночными петлями до следующего маркера. Здесь делаю точно так же. Одну петлю снимаю на крючок. Одну петлю просто сбрасываю. Следующую за ней петлю опять снимаю на крючок. Возвращаю сброшенную петлю на крючок. Видите, они меняют у меня порядок. У меня становится первая петля первой, третья петля становится второй, а вторая петля становится третьей. И получается, что она самая верхняя из них. И провязываю это все вместе изнаночной. Возвращаю петлю на спицу и, естественно, подтягиваю ее по размеру остальных петель, чтобы было просто красиво. Довязываю этот ряд до конца изнаночными петлями. Итак, следующий ряд опять лицевой. Вяжу точно так же лицевыми петлями до петли перед первым маркером.
Вот она, смотрите, петля с маркером отмечает убавочную петлю. Вот петля перед и вот петля после. Эти 3 петли мы будем провязывать вместе, но в этом ряду лицевыми. Точно так же сначала сбрасываю одну петлю. Здесь наоборот, точнее, делаю. Здесь у меня опять-таки она должна быть верхней, это центральная петля, но она тогда должна идти первой на крючке, потому что провязка будет лицевыми. Итак, вставляю сначала центральную петлю на крючок, затем сброшенную и затем третью. Вот у меня 3 петли на крючке, их провязываю вместе. Возвращаю петлю на правую спицу, подтягиваю ее по размеру всех остальных петель. Провязываю этот ряд лицевыми до второго маркера, здесь делаю то же самое и заканчиваю ряд лицевыми петлями вот до этой точки. Ряд я закончила. У меня в этом ряду осталось 26 петель. Мы вышли один раз 2 петли, а один раз 4 петли и еще один раз снова 4 петли. То есть у меня было 36 петель, 36 минус 10 получается 26. 26, если я поделю на 2, это будет 13. То есть мне сейчас нужно разделить эти петли по 13 на каждой спице. Складываю шапку пополам, вот так вот. И не провязывая, перевожу 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6 на правую спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, что у меня получается? Смотрите, сейчас я сложу шапку так, как буду ее сшивать. У меня получается одна петля центральная, она с маркером. Это была убавка во всех рядах макушки. Вот она, вторая петля центральная, она тоже с маркером. Здесь хорошо их видно. И между этими центральными петлями у меня 12 петель. И вот такой хвостик у меня остается. Здесь, наверное, метр. Этого хвостика мне должно хватить, чтобы сейчас просто сшить отверстие моей шапки. Сшивать отверстие в шапке я буду трикотажным швом по открытым петлям. Подтягиваю и здесь тоже все подтягиваю. Для этого я возьму опять крючок. Можно взять нитку с широким ушком. Итак, сначала беру свою центральную петлю, вставляю в нее крючок и завожу в нее нить. Мне просто нужно из центра своей шапки, с того места, где у меня шов, переместить нить вот сюда, в ухо. Я не буду ее обрезать, я просто вот так вот возьму и перемещу. Вот так. Дальше завожу нить, с изнанки завожу крючок с изнанки на лицо в первую петлю на дальней спице. Вот так. Оп. И возвращаю в центральную снятую петлю. Тоже с изнанки на лицо я завожу крючок. Вот так. Теперь в петлю, которая ближе ко мне. Здесь я завожу опять крючок. Опять с изнанки на лицо. Вот так. Вот эту петлю можно уже сбросить. И теперь с лица на изнанку я завожу крючок, подхватываю нить и вывожу. С изнанки на лицо подхватываю нить и вывожу. Теперь петлю, которую мы уже сбросили. С лица на изнанку подхватываю нить и завожу. Теперь с изнанки на лицо подхватываю нить и завожу. Ну, то есть запомнили, да? В петлю, которую мы уже прошили один раз, мы заводим с лица. Вот она, с лица на изнанку. Подхватываю нить и вывожу. А в петлю, которую мы сейчас первый раз прошиваем и которую мы сбрасываем со спицы, с изнанки на лицо. Сбрасываю ее, подтягиваю
Здесь вот опять, в эту петлю мы уже делали один стежок, поэтому с лица наизнанку вывожу. В эту петлю мы еще не делали стежка, поэтому с изнанки на лицо подхватываю, вывожу. Так. Опять в эту петлю уже есть стежок, поэтому с лица наизнанку вывожу. Следующую петлю с изнанки на лицо и сбрасываю. Так прохожусь, пока у меня не закончатся открытые петли. Вот до этой центральной петли. Все, у меня закончились петли, и теперь мне нужно просто вот эту центральную петлю тоже прихватить. Так, чтобы она тоже была прошита. Давайте выведем ее наизнанку. Нить выведем наизнанку. Вот так. Хвостик, посмотрите, какой у меня короткий получился. Наверное, осталось сантиметров 30. То есть я весь этот моток выверила очень четко для того, чтобы из него получилась вот такая шапочка. Если вам не хватает одного мотка, то, скорее всего, вы вяжете слишком плотно. Либо, наоборот, слишком рыхло. Тогда вам нужно сменить номер инструмента. Вот такая получилась шапочка. Что здесь маленький хвостик, что здесь. Дальше нам нужно еще соединить вот здесь вот наш наборный ряд. Я не делаю никаких лайфхаков при наборе, чтобы соединить красиво. Здесь просто предлагаю вот так вот нить вывести наизнанку. Вот она, первая наборная петля. Под нее вставляю крючок, подхватываю хвостик и вывожу его наизнаночку. Вот так. Так как сама нить из себя представляет шнур, предлагаю его распустить до самого вот края. Вот так. И здесь закрыть эти петли. Так, тоже нужен крючок. Вставляю в одну петлю, во вторую, в третью и четвертую. Четвертую делаю повыше. Подхватываю ее, провожу через остальные петли и дальше вытаскиваю. Теперь возьму иголку с широким ушком и просто спрячу этот хвостик на изнанке. Подошью его вот здесь, к самой шапке, да. Если бы я подшивала толстый хвостик, ну, возможно, он как-то был бы некрасиво заметен, а я вот хочу
тонкую нитку, я ее распустила, я закрыла там петли и теперь просто подшиваюсь. Мне кажется, будет очень прочно и красиво. Ну и сделаю узелочек. Еще один. Так, прячу дальше нить в рядах. И просто обрезаю. Со вторым хвостиком, который идет у меня от макушки, поступаю точно. Шапочку я доделала. Вот от одного мотка нуги у меня остался вот такой клубочек распущенной нити. Такая шапка получилась. Ее обратная сторона. С изнанки все точно так же. Вот здесь, кстати, по-моему, хвостик закреплен где-то здесь. По-моему, очень аккуратно. И мне очень нравится эта идея со шнуром, с тем, что это толстая пряжа. Но это шнур, и его можно распустить, всегда сделать тоньше, аккуратно спрятать хвостики. Вот такие вот у нее ушки. Когда она сидит на голове, у нее получаются ушки. Я уже проводила ВТО этой шапки. Это вторая моя связанная шапка. И вот та шапка, которую я провела ВТО. Ну вот, смотрите, они связаны обе абсолютно одинаково по одному и тому же шаблону. На ощупь вот эта шапочка сейчас немножко помягче. Здесь немножко чувствуется такая... Ну, немножко она пожестче еще, да? Но размер не изменился. То есть, может быть, на какие-то миллиметры размер увеличился, но нет. То есть можно смело не бояться вязать образцы, из них делать расчет после ВТО. По крайней мере, на шапке эта пряжа не особо вытягивается, не особо меняет свой размер. Конечно, может быть, на каком-то большом изделии, на каком-то кардигане все будет совершенно по-другому. Ну, вдруг кто-то решит связать кардиган из этой пряжи. Надеюсь, вам понравилось это видео и надеюсь, оно было для вас полезно. Если это так, не забывайте про свои большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих мастер-классах. Спасибо за внимание. Пока-пока.